Всем привет! Вы на канале Вязаная История, меня зовут Юлия. Сегодня мы с вами продолжаем вязать мою русалочку. Свяжем ей хвостик, свяжем верх от купальничка и цветочек. Кто не видел предыдущие части, заглядывайте в описание под видео, там есть все ссылочки. А мы с вами, с теми, кто уже вяжет эту куколку, продолжаем. Приятного вязания! Начинаем вязание самой основной части, с хвоста русалочки. Делаем кольцо амигуруми. И в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваем, вяжем второй ряд. 6 столбиков без накида. Вязать его, конечно, не очень удобно. Первый, второй, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Так повторяем 3 раза. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Второй раз. Столбик, в следующую петлю прибавка. И третий раз. Столбик, прибавка. Вышло сейчас 9 столбиков. В следующем четвертом ряду провязываем 2 столбика без накида, прибавка, также 3 раза. Первый, второй, прибавка. В следующий раз вяжем второй, первый столбик, второй, прибавка и третий раз провязываем. Первый столбик, второй, прибавка. Пятый и шестой ряд провязываем по 12 столбиков без накида. То есть без прибавок, без убавок, просто по кругу вяжем 2 ряда. В седьмом ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Так повторяем 6 раз. Столбик без накида, прибавка. Получается в итоге 18 столбиков. Провязали. В восьмом ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И теперь мы вяжем следующие 4 столбика, захватывая только переднюю полупетлю. Провязываем первый столбик, второй, только за переднюю полупетельку, третий и четвертый. Все, задние полупетельки у нас остались не провязанные 4 штуки.
Дальше довязываем до конца ряда 10 столбиков без накида уже за обе стеночки, как обычно мы вяжем. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик. Провязали, также осталось у нас 18 столбиков в ряду, и следующий ряд 9 провяжите просто 18 столбиков без накида, как обычно, за обе стеночки петель. В 10 ряду мы с вами провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. А вот дальше мы вяжем также 4 столбика без накида, но вместе с вот этими столбиками мы захватываем петли с 8 ряда, где у нас остались 4 задние полупетельки. Поэтому мы захватываем столбик полный и вводим крючок вовнутрь, захватываем оставшуюся полупетлю с 8 ряда и провязываем их вместе. Также захватываем второй полный столбик, вводим крючок там внутри хвостика, захватываем полупетлю, провязываем вместе. Третий точно так же. Это делается для того, чтобы хвостик был чуть наискос. Так, и 4-й раз. Также вот захватили полный столбик и захватили полупетлю с 8 ряда, оставшуюся. Провязали. Дальше уже довязываем обычным способом 10 столбиков без накида до конца ряда. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Вот так у нас должно с вами получиться. Видите, уже деталь у нас приобретает такой изгиб. Дальше вяжем следующий ряд. 11. Провязываем 2 столбика без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, прибавка. И так вяжем до конца ряда. В итоге у нас получается 24 столбика. Провязали. Следующий ряд 12. Провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И теперь вяжем за переднюю полупетельку 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 13 столбиков уже за полный столбик.
второй, третий. Следующий ряд 13, провяжите 24 столбика без накида. В 14 ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И следующие 7 столбиков мы провязываем, захватывая заднюю полупетлю 12 ряда. Так, хочу, чтобы вам тоже было видно. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И седьмой. Дальше уже довязываем 13 столбиков без накида до конца ряда. Как обычно, захватываю один полный столбик. Довязали. В 15 ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем так 6 раз. Первый столбик, второй, третий и прибавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге получается 30 столбиков. Провязали. В 16 ряду вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Следующие 10 столбиков провязываем только за переднюю полупетельку. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, и 10. Далее довязываем до конца ряда оставшиеся 16 столбиков. Первый, второй. Довязали 16 ряд. В 17 ряду вяжем 30 столбиков без накида. Провязали. В 18 ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И дальше вяжем 10 столбиков без накида, захватывая полупетли 16 ряда оставленные. Так, вяжем 10 столбиков. Ну, тут, думаю, вы уже видели, как мы это вязали в предыдущих рядах, поэтому провязываем так 10 столбиков и до конца ряда еще 16. Это, кстати, заключительный такой ряд, где присутствует вот такой элемент. Дальше уже будем вязать без всяких задних, передних полупетелек.
Закончили этот ряд, получается, провязали 4 столбика без накида, провязали 10 столбиков вместе с петлями 16 ряда и еще 16 столбиков без накида. Следующий ряд 19, провязываем 9 столбиков без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и прибавка. Вяжем так еще 2 раза. В итоге у нас получается 33 столбика без накида. И следующие ряды с 20 по 29, это у нас 10 рядов, вяжем по 33 столбика без накида. 10 рядов провязали. Следующий ряд 30, провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, вяжем прибавку. Дальше вяжем 10 столбиков без накида, прибавка 2 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, прибавка. Еще один раз вяжем точно так же 10 столбиков, прибавка. И довязываем оставшиеся до конца ряда 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Следующие ряды с 31 по 33 провяжите по 36 столбиков без накида. Провязали. Провязываем 11 столбиков без накида, прибавка, и так повторяем 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11 и вяжем прибавку. Довязываем этот ряд до конца. Получится у нас в итоге 39 столбиков. И следующие 3 ряда с 35 по 37 провяжите по 39 столбиков без накида. В 38 ряду провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вяжем прибавку. Далее 2 раза вяжем 12 столбиков без накида, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12 и прибавка. Это мы вот один раз провязали, еще один раз вяжем точно так же. И дальше довязываем оставшиеся 6 столбиков без накида. Первый, второй,
3, 4, 5 и 6. Получилось у нас сейчас 42 столбика в ряду. Следующие 3 ряда с 39 по 41 провязываем по 42 столбика без накида. В 42 ряду вяжем 13 столбиков без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, 12, 13 и прибавка. Довязываем ряд до конца. У нас получается в итоге 45 столбиков, и следующий один ряд, в 43 провяжите столбика без накида. В 44 ряду провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вяжем прибавку. Далее вяжем 14 столбиков без накида. Первый, 12, 13, 14. Вяжем прибавку. Дальше вяжем еще один раз 14 столбиков без накида, прибавка. 14, прибавка. И довязываем до конца ряда оставшиеся 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Получилось у нас 48 столбиков без накида. Следующие ряды с 45 по 48, получается 4 ряда, провяжите по 48 столбиков без накида. Еще смотрите такой момент. Примеряем русалочки, хвостик, обязательно примеряем. И смотрите, сейчас мы вяжем следующие 4 ряда. Вот если смотреть по телу, то это 1, 2, 3, 4 ряда. Дальше у нас останется всего лишь 2 ряда с убавочками. То есть вот до этого ряда будет размер хвостика. Посчитайте, посмотрите, если у вас хвостик, например, недостаточно до этого ряда, коротенький, то вы провязываете не 4 ряда сейчас, а, например, 5-6. Или наоборот, быть может, вы примерили, а хвост у вас уже все, достаточная длина, то провяжите меньше, чем 4 ряда. В общем, регулируйте на свой размер куколки. Вот мне лично достаточно 4 рядов будет. И заключительных 2 с убавками. Провязали необходимое количество рядов и дальше вяжем заключительные 2 ряда с убавками. У меня это 49 ряд, вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязываем убавку. Дальше вяжем 14 столбиков без накида, убавка 2 раза. Первый, второй. Провязали и довязываем оставшиеся до конца ряда 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И следующий ряд 50, заключительный, мы вяжем за заднюю стеночку петель, провязываем 13 столбиков без накида, убавка 3 раза. Переднюю мы оставляем, будем делать после обвязочку. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11,
11, 12, 13 и вяжем убавку. Довязываем так ряд до конца. Довязали. В следующую петлю провязываем соединительный столбик и воздушную петлю. Все, основная часть у нас готова. Вот что получилось. Переходим к обвязке хвостиком. Находим теперь серединку. У меня хвостик располагается вот так. Вы можете перевернуть его другой стороной, сделать здесь середину. В общем, как вам больше понравится. Можете хоть вот так, хоть вот так. В общем, на свое усмотрение. Находим серединку. У меня это будет примерно вот здесь. Разворачиваем деталь хвостиком началом от себя и начинаем делать обвязку. Присоединили ниточку, провязываем воздушную петлю. Далее в следующую петлю один соединительный столбик. В следующую петлю один столбик без накида. В следующую петлю 2 полустолбика с накидом. Первый, второй. И в следующую петлю 3 столбика с одним накидом. Первый, в эту же петлю второй и в эту же петлю третий. Далее в следующую петлю мы вяжем прибавку из столбика с 2 накидами. Первый накид провязали, второй и в эту же петлю также еще один столбик. Получается прибавка. Таким образом, прибавку из столбика с 2 накидами мы провязываем по кругу до... Сейчас я вам скажу, сколько должно остаться столбиков. Здесь у нас должно быть свободные остаться 1, 2, 3, 4. В общем, обвязываем все вот эти петли прибавкой из столбика с 2 накидами до 4 свободных петель. Здесь мы уже будем вязать в обратном порядке, так же как вязали в начале. Провязали до этого момента, где осталось 4 петли. Дальше провязываем в следующую петлю 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, сюда же третий. В следующую петлю прибавку из полустолбика с накидом. Первый, второй. Дальше в следующую петлю 1 столбик без накида. И в оставшуюся свободную петлю мы провязываем соединительный столбик. Дальше я присоединяюсь к воздушной петле, которую мы делали вот здесь в самом начале. И снова вяжу соединительный столбик, воздушную петлю. И все, ниточку можно обрезать. Прячем хвостики с помощью иголочки. И вот что у нас с вами получилось. Сейчас свяжем плавнички и пришьем их. Начинаем вязать плавник. Он состоит из 2 деталей. Вот так выглядит одна деталька. Первую я уже связала, сейчас вторую будем вязать вместе. Набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Дальше со второй петли от крючка мы начинаем вязать первый ряд. Провязываем соединительный столбик. В следующую петлю провязываем второй соединительный столбик. В следующую петлю третий
соединительный столбик. И в последнюю петлю провязываем 1 столбик без накида. Дальше набираем 4 воздушные петли. И все последующие ряды у нас вяжутся за заднюю стеночку петель. 4 воздушные набрали. Также со второй петли от крючка мы начинаем вязать столбики без накида. Их получится 4. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше довязываем 3 соединительных столбика. Первый, за заднюю стеночку, второй и третий соединительный. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Дальше провязываем 3 соединительных столбика, также за заднюю стеночку. Получается, все время на основании плавничка у нас идет в начале 3 соединительных столбика. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Набираем 4 воздушные петли и вяжем в обратную сторону. Теперь уже 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Довязываем до конца ряда 3 соединительных столбика. Первый, второй и вот здесь третий. Его не пропускайте, его может быть очень плохо видно, он как подворачивается, но он здесь есть. Всегда считайте, чтобы количество сходилось. Все, третий провязали, воздушная петля, разворачиваем вязание и снова на этих же местах провязываем 3 соединительных столбика. Первый, второй, третий. Вяжем 7 столбиков без накида. Это мы с вами вяжем 5-й ряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и седьмой. Набираем 4 воздушные петли и вяжем в обратную сторону 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Довязываем 3 соединительных столбика. Первый, второй, третий. Воздушная петля, разворачиваемся, снова вяжем 3 соединительных столбика. Первый, второй, третий. И вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Набираем 4 воздушные петли. В обратную сторону вяжем 8 ряд. 13 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 и 13 столбик. Дальше 3 соединительных. Первый, второй, третий. Воздушная петля, вязание разворачиваем, также снова 3 соединительных столбика. Это мы с вами вяжем 9 ряд. Первый столбик соединительный, второй, третий. И дальше вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Не довязываем ряд до конца. Дальше у нас уже все идут на убавление. Делаем воздушную петлю и разворачиваемся. И снова вяжем 10 столбиков без накида, 3 соединительных. Второй. Это ряд идет 10. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. 10. Так. Первый соединительный. Второй. Третий. Воздушная петля. Разворачиваемся. 11 ряд. 3 соединительных столбика. Первый, второй, третий, 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий,
4, 5, 6 и 7. Воздушная петля. Разворачиваемся в обратную сторону, 12 ряд. Точно так же вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 3 соединительных. 1, 2, 3. Воздушная петля. Разворачиваемся, вяжем 13 ряд. 1 соединительный столбик, 2, 3 и 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля. Разворачиваемся. 14 ряд вяжем наоборот. 4 столбика без накида и 3 соединительных. 1, 2, 3, 4 и теперь соединительные столбики. Первый, 2, 3. Воздушная петля. Разворачиваемся. 15 ряд. 3 соединительных столбика. 1, 2, 3 и 1 столбик без накида. Воздушная петля. Разворачиваемся в обратную сторону. Получается, вяжем 1 столбик без накида и 3 соединительных. Это у нас заключительный ряд. 1, 2 соединительный, 3. Дальше собираем все вот эти ряды в одну петлю. Получается, через 2 ряда я ввожу крючок, вытягиваю ниточку, снова пропускаю 1 ряд, во второй ввожу крючок, вытягиваю ниточку. И так у меня получается 4 петли на крючке, 5, 6, 7. И вот здесь прям в крайней 8. 8 петель у меня на крючке. Теперь захватываю нить и провожу ее через все эти петли потуже. Вот таким образом. Дальше воздушная петля. Ниточку обрезаем подлиннее, потому что будем пришивать еще этой же нитью. Все, и вытягиваем. Вот такой у нас получился плавничок. Теперь вот эту ниточку коротенькую с помощью иголочки прячем, длинную оставляем и вяжем точно так же второй, чтобы у нас были 2 одинаковых. Плавнички я располагаю на самой нижней части. Вот смотрите, как у меня на первой детали и как сейчас на второй. Получается, вот где у нас здесь были стянуты все петли вместе, вот этот такой полукруг, я его прислоняю к кольцу амигуруми, к началу. Захватываем стежок, столбик от кольца
и в серединочку плавничка. Дальше поднимаюсь просто на столбик еще выше и захватываю чуть-чуть выше плавничок вот этого кольца. И еще на один ряд. Поднимаюсь вверх. И захватываю часть плавничка тоже выше. Все, дальше возвращаюсь вниз изнутри. И еще окончательно вот здесь также подхватываю на плавничке. Все, подтягиваем. Все, ниточку вывожу где-нибудь подальше. Ну, не совсем далеко, но вот, я думаю, вы видите. И оставляю. Пришиваю второй плавничок. Точно таким же образом, вот так же рядышком. Так они располагаются вместе. Вывожу хвостик от второго плавника к первому и завязываю их, прячу вместе. В общем, на этом все. Остается нам только пришить бусинки. Теперь по поводу бусинок. Я думаю, здесь навряд ли нужно показывать подробно, как я пришиваю каждую бусинку. Наверное, это будет слишком нудно и непонятно зачем. Поэтому давайте просто расскажу. В общем, пришиваю я бусины вот такими обычными швейными нитками и тонкой иголкой. Сразу же беру длинную нить, не отрываю на каждой бусинке, а постепенно. То есть зацепила одну бусинку, раза 3-4 я провела внутри, крепко затянула. Потом перехожу к следующей, пока у меня не закончится нить. Потом делаю маленький узелочек под бусинкой, прячу эту ниточку и беру новую. Давайте я, наверное, вот так вот вам покажу, чтобы вы смогли поставить на паузу, если захотите, просто вот как подсказку видеть, каким образом примерно можно пришить бусины. Можете поставить на паузу, можете сделать скриншот и попробовать оформить тоже хвостик бусинками. Вот так у меня выглядит изнутри эти швейные ниточки. Видите, как протяжечки такие получились. Ну вот, собственно, на этом с хвостиком, я думаю, все. Я тоже сейчас свой хвостик пооформляю, но, наверное, уже в этом видео я вам его не покажу, потому что процесс этот долгий, и я его буду делать вечером. Дальше мы с вами будем вязать вот эту розовую кофточку. Вверх купальничка. Приступаем к вязанию верхней части купальничка. Набираем 41 воздушную петлю. Первая, вторая, третья, четвертая, 40-я и 41-я воздушная петля. Дальше вязание мы начинаем с 7 петли. Получается, первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую петлю мы пропускаем и вяжем в 7-ю. Столбики без накида вяжем в этом ряду. Вот это у нас с вами получилась петелька для пуговички. Первый столбик провязали без накида, второй, и дальше до конца ряда провязываем 35 столбиков без накида. Провязали, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание, вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше набираем 16 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. На основной части отсчитываем 8 столбиков, их пропускаем. Вяжем 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вязание начинается в 9 столбик. Вяжем 10 столбиков без накида. Первый уже провязали, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. 16 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Пропускаем снова на основной части 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И начинаем вязать в 9. В 9 вяжем первый столбик без накида, в следующий столбик второй, и так до конца ряда у нас должно получиться 4. Третий и 4. Воздушная петля, разворачиваем вязание, начинаем вязать третий ряд. Провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Следующие 3 вяжем по цепочке. 5, 6, 7. Провязали мы сейчас 3 петли на цепочке. Дальше пропускаем 10 воздушных петель. Начинаем вязать в 3 оставшиеся на цепочке. Первый, второй и третий столбик. Вот что должно получиться. Получается 4 столбика без накида, 3 по цепочке, 10 пропустили и еще 3 столбика. Теперь провязываем 10 столбиков без накида по вот этой основной передней части. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Снова вяжем по цепочке 3 столбика. Первый, второй, третий. Пропускаем 10 и довязываем оставшиеся 3 из цепочки. Первый, второй, третий. Получились одинаковые рукавчики. Дальше довязываем 5 столбиков до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем 4-й ряд, 31 столбик без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Довязали 31 столбик, воздушная петля, ниточку обрезаем, подтягиваем и с помощью иголочки прячем вот этот хвостик и вот этот. Так, теперь нам с вами нужно обвязать вот эти воздушные петли. Вот так это выглядело на готовой. Как ее назвать? Кофточка. Я даже не представляю. Кофточка, конечно, это громко сказано для вот этой маленькой детальки. Теперь вот нужно нам обвязать вот эти штучки из воздушных петель. Присоединяем ниточку. Давайте вот так начнем.
к основанию вот этих 10 воздушных петель. Воздушная петля. Первая, вторая, третья и четвертая. Присоединяемся в следующую петлю соединительным столбиком. Снова набираем 4 воздушные петли. Присоединяемся в следующую петлю. 4 воздушные петли. Присоединяемся в следующую. И так вяжем все вот эти 10 воздушных петель. Я имею в виду вот эту вот у нас арочку из 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4. Присоединяемся. Раз, два, три, 4. Присоединяемся. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, 4. И присоединяемся в следующую. Далее вяжем соединительный столбик. Просто в следующую петлю. Воздушная петля. Ниточку вытягиваем и обрезаем. Точно так же вяжем вторую сторону. Вот у нас получается вот эта верхняя часть, вот эти вот рюшечки, они на нижней части находятся. Теперь прячем все хвостики с помощью иголочки, пришиваем на вот эту сторону пуговку. Вяжем, конечно же, вторую сторону рюшечек, и вот такая вот у нас маленькая кофточка будет готова. Все, я доделала, все ниточки попрятала. Вот такая деталь у нас должна получиться. Вот точно такая же была первая. Приступаем к вязанию цветочка. Вот так он у меня выглядит. Нам понадобится 2 цвета. Один для того, чтобы связать серединку, и один основной для лепесточков. Для завязочки я использовала ту же пряжу и цвет, из которой делала волосы. Это просто такая отдельная завязка. Вы по желанию можете цветочек пришить к голове, но из-за того, что у куклы будут разные образы, я решила сделать его съемным. Начинаем мы с фиолетового цвета, в моем случае. В кольцо амигуруми набираем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12. Затягиваем колечко. Колечко затянули. В первую петлю провязываем теперь соединительный столбик. И набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Одну пропускаем, в следующую петлю снова вяжем соединительный столбик. Снова 2 воздушные петли, одну пропускаем, в следующую соединительный столбик. И так по кругу 12 раз. То есть у нас должно получиться 6 арочек. Вот таких. Сейчас у меня 3 арочки. Раз, два, одну пропускаем, в следующую. Раз, два, пропускаем в следующую. Раз, два, пропускаем и в следующую соединительный.
Дальше берем уже нить нужного нам цвета для лепестков. Оставляем хвостик. Воздушную петлю провязываем другим цветом. Фиолетовую подтягиваем, и она нам больше не понадобится. Проводим крючок под арочку. Вытягиваем соединительный. Делаем 2 воздушные петли, накид и провязываем 1 столбик с накидом. Дальше вяжем 3 столбика с 2 накидами. Первый, второй, и третий. И еще 1 столбик с 1 накидом в эту же петлю провязываем, в эту же арочку. Дальше вяжем 2 воздушные петли и соединительный столбик. Все это мы провязали в одну арку. Перемещаемся под следующую арку также соединительным столбиком. 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом. 3 столбика надо сейчас провязать с 2 накидами. Первый, второй, третий. 1 столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли и соединительный столбик в эту же арочку. Перемещаемся в следующую, также соединительным. И по такому же принципу вяжем еще 4 лепестка. Закончили вязать все 6 лепестков. Дальше присоединяемся соединительным столбиком там, где у нас были 2 воздушные петли. И вяжем 3 столбика без накида по вот этим вот петлям. Поближе поставлю. Вяжем в петлю первую 1 столбик без накида, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий. Набираем 3 воздушные петли, соединительный столбик в третью петлю от крючка, и вяжем дальше по лепестку. В следующую петлю первый столбик, второй, третий и в цепочку соединительный столбик. Теперь также со вторым лепестком, где у нас была цепочка из 2 воздушных петель, мы вяжем соединительный столбик. И дальше начинаем вязать первый, второй, третий, 3 воздушные петли, в третью от крючка вяжем соединительный. И идем на обратную сторону лепестка. Первый столбик, второй, третий и соединительный столбик. И так обвязываем все 6 лепесточков. Первый столбик, второй, третий, 3 воздушные петли, соединительный в третью петлю от крючка. Первый столбик, второй, третий, соединительный. Вот мы с вами уже 3 связали, и еще 3 довязываем точно так же. Обвязали все 6 лепесточков, дальше присоединяемся в основание первого, в начало его, вяжем соединительный столбик, воздушную петлю,
ниточку вытягиваем, обрезаем. С помощью иголки прячем все хвостики. И по желанию, если хотите, то можете просто связать цепочку из воздушных петель на свою длину. Ориентируйтесь, примеряйте на голову, сколько понадобится. И вот так протянуть с изнаночной стороны цветочка, где у нас кольцо амигуруми, за вот эти поперечные петли. Вот так протягиваю, чтобы их не было видно с наружной стороны. И еще я пришила маленькую бусинку в серединку. Все, цветочки у нас готовы. На этом все. Куколка у нас готова. Образ ее первый тоже готов. Все связали. Приглашаю вас теперь в следующую часть, где я хочу представить вам второй вариант наряда куколки. И это будет уже совершенно не русалочка.